Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за то, что доверяете, смотрите, за то, что комментируете и вовлечены во все то, о чем мы здесь говорим с экспертами, совершенно разными. Илья Пономарев, мой сегодняшний собеседник. Илья, здравствуйте. Добрый день. Илья, топ-новость суток, наверное, это Россия выходит из зерновой сделки. Зеленский реагирует оперативно в своем вечернем обращении, говорит о том, что Египет, Бангладеш, вот из-за толстосумов в Москве, из-за вот этих держиморд, ну это я добавляю от себя, он такого не говорил, но тем не менее из-за людей в Москве должны будут экономить еду. А все из-за этого. Илья, возникает сразу важный и главный вопрос. Как вам ответка за удар по Севастопольской бухте? Вот такой она должна была быть? Могло быть все что угодно. Мне кажется, что на данный момент уже этот выход из сделки, он не такой чувствительный, как он был совсем недавно. Поэтому Путин, как всегда, запоздало реагирует, как и вся российская бюрократия. Был ли это ответ на Севастополь, или Путина укусил этот самый зараженный комар, мы уже не знаем. Я бы больше предположил бы второе, потому что искать вот эти вот причинно-следственные связи, это скорее то, что очень хочет как раз от нас Кремль. Потому что ведь это главное, что они пытаются добиться в украинском обществе, о том, что вот там не взрывайте крымские мосты, там, значит, не обстреливайте Белгород, значит, вот, не топите Черноморский флот. То есть вам же хуже будет. Но, к сожалению, это же война, правильно? Поэтому если не атаковать противника, то ничего не произойдет. Надо побеждать. И, естественно, за ударом будут какие-то ответные удары. Хотя, когда вот мы вскрываем, каким образом эти ответные так называемые удары готовятся. Вот только что было расследование, когда позавчера или 3 дня назад оно вышло в издании «Инсайдер», которое наглядно доказало, что вот эти вот самые обстрелы, которые начались на прошлой неделе, да, в понедельник, украинских городов, что они не были связаны с Крымским мостом, потому что они были запланированы до того. Поэтому, то есть, обстреливают они по другой причине, но при этом в СМИ кидывают информацию, что это ответка. Ровно для того, чтобы, соответственно, там украинское общество потом бы сказало: давайте ничего не делать. Вот, пожалуйста, только главное, не делайте резких движений. Думаю, что не надо на это вестись. Да, это очень интересно, потому что мы же помним еще недели полторы, ну полторы точно назад, может быть еще немножко позже, Путин высказывался по поводу зерновой сделки, мол, как это невыгодно, мол, смотрите, все зерно идет в Европу, а не этим бедным странам. Поэтому давайте как-то сворачивать, я буду консультироваться с Эрдоганом. Правда, с Эрдоганом проконсультировался и, ничего, собственно, не поменялось. А вот сейчас время менять. Почему именно сейчас, как вам видится? Я реально не знаю почему. Я думаю, что все это кроется совершенно другой политике. По моей, просили, инсайдерской информации, на данный момент происходят попытки, так скажем, я бы сказал, минимальной сделки между Россией и Украиной, которая как раз заключается в том, что вот давайте вы не будете делать вот таких действий, которые бы имели такой высокий резонанс в российском обществе, как вот там, вот эти объекты рядом с Белгородом, вот крымские мосты, там и что-нибудь такое. Давайте вот вы ничего такого делать не будете, а мы в ответ не будем обстреливать объекты энергетической инфраструктуры. То есть вот есть, так скажем, полноценные переговоры, которые, конечно, хочет Путин и пытается заставить Украину сесть за стол этих переговоров для того, чтобы стабилизировать линию фронта, чтобы наступления бы дальше украинского не было. Понятно, что на это Украина не идет. Он пытается вот такой вот небольшие переговоры, да, то есть вот на эту тему давайте договоримся.
Ну и явно, соответственно, Украина не собирается идти здесь навстречу. И вот такими мелкими пакостями он пытается заставить пойти на подобную сделку. Погодите, но это же произвол. Ведь так пафосно, с такими речами, с такими там рукопожатиями объявляли новые российские территории, и получается, что, мол, дорогие украинцы, вы не обстреливаете Крым, там Белгород и куда дотянетесь, там Ростовскую область, Краснодарский край, ну, например. Мгм. Это все, ну, взбалмошно. Просто вот не обстреливайте наше, вот это можете обстреливать, а вот это не можете. Ну так же не может себя повести верховный главнокомандующий как бы большой единой страны. Почему? Ну вот мне просто интересно, то есть то, что он присоединил, это не то, что у него было. Он же, получается, этим присоединением ничего не объединил. Ну, Александр, вы знаете, что он не присоединил. Я знаю, что он не присоединил. Украинцы знают, что он не присоединил. И он сам знает, что он не присоединил. Ну, что в этой ситуации говорит? Мы же говорим про реальную политику, да, то есть реальные переговоры. Это же не пиар-версия для несчастных россиян, которые за все это платят. Вот. Россияне, получается, помимо своей воли купили билеты на этот матч. Вот. Ну, раз купили, значит, кушайте ваши блинчики, да, то есть то, что говорит им господин Путин, а то как бы и ни хлеба, ни зрелищ, да. Но переговоры это между серьезными пацанами. И в данной ситуации, ну, невозможно украинцев попросить не обстреливать Херсонскую область, правильно? Значит, этого не будет происходить. Херсон будет освобожден, наступление будет продолжаться. Это как бы неизбежно. Это не является предметом тем самым переговоров. Это вот для больших переговоров, ну, там не получается ничего. Ну, хотя бы давайте сделаем что-нибудь, чтобы вот не было так унизительно, как вот Черноморский флот или Крымский мост. Это относится к числу унизительных вещей, которые допустить нельзя. Что сейчас с Черноморским флотом? Есть разные там злые языки, которые сообщают по разным телеграм-каналам, мол, он перенесен в Новороссийск окончательно, полностью и весь. В течение дня, конечно, там мы сообщали, ну там мы не сообщали, но разные СМИ, Украина, и в том числе российские телеграм-каналы сообщали о том, что там адмирал Макаров шибко пострадал. Что вы скажете об этом ударе, вот как с точки зрения таком, ну вот, военном? Но, безусловно, удар по Черноморскому флоту для Украины – это важная история. Вне зависимости от того, что в итоге произошло, и кто выжил, кто не выжил, кого потопили, кого не потопили, сам факт того, что Украина, по сути дела, не имея флота, может контролировать Севастопольскую бухту, но я говорю, это относится к разряду унизительных вещей. Тут даже, может быть, не столько вот военное значение это имеет. Понятно, с военной точки зрения Украине надо прежде всего нейтрализовать корабли, которые могут запускать калибры. Но даже в этом случае, если мы их все потопим, у России, безусловно, останутся и другие способы обстреливать украинскую территорию. Но это в любом случае это важная, полезная, нужная военная победа. Но даже если там несчастный ботик потопят, это все равно унизительно. Этот удар по Крымскому мосту, он же не имеет никакого там действительно военного значения. Ну, я бы сказал, даже там вот по железнодорожному это имеет больше значения, чем по автомобильному, но железнодорожный мост не был вообще разрушен, но на нем какое-то время ограничивалось движение поездов, потом было восстановлено движение поездов, не полностью, в меньшем объеме, но все равно оно там есть. Понятно, что для военных эшелонов хватит. Но унижение, вот что является самым важным в этом вопросе. Это личная пощечина, это личный щелбан по лбу Владимира Владимировича Путина. От И кого? это важно.
Ну, от украинцев, естественно. Разве? А кого еще? Но мы же слышали эти сообщения о том, что американский беспилотник-разведчик кружит над Черным морем в этот самый момент, когда атакуют российские корабли. И много это породило слухов о том, что, ну, это фактически, ну, может быть, там как бы за ширмой украинцев, но фактически ударили войска НАТО. Я так не думаю. Я так не думаю. Ну, зачем? Надо гордиться тем, что мы делаем. У меня нету здесь никакой точной информации. Я сразу хочу сказать, что я тут не военные секреты, ничего прочего не раскрываю. Да, мне, конечно, приятно, когда Владимир Владимирович говорит, что, значит, за взрывом Крымского моста стояли не только спецслужбы, но и русские партизаны. Это признание, отлично, хорошо. Вот. Про Севастопольскую бухту я точно не знаю, кто это делал. Вот. Но просто с аналитической точки зрения ни на одну секунду не верю, что это кто-либо, кроме наших вооруженных сил. Наших, говорит Илья Пономарев, как гражданин Украины. Это приятно. Спасибо вам за это, да, за эту формулировку. Безусловно. Я бы вам сказал, что я бы так говорил бы даже как гражданин Российской Федерации правильный. Потому что все равно мы говорим про глобальную антипутинскую, антифашистскую коалицию. Да, так же, как вот она была во время Второй мировой войны. Я считаю, что все нормальные русские должны сейчас воевать на стороне вооруженных сил Украины, на стороне Украины для того, чтобы разгромить эту новую чуму. Не шатает ее, эту коалицию, как вы думаете? Нет, абсолютно нет. Ну, вот искать какие-то эти проблемы, выискивать их. Ну, конечно, они всегда есть. Это же политика, то есть это люди, значит, им свойственно сомневаться, колебаться, искать свою личную выгоду, тем более там выборы там в одной стране, в другой, третьей, естественно, то есть они там будут стремятся как-то на себя что-то натянуть, там конкурентов подставить. Ну, это человеческая природа. Но в целом стратегически я не думаю, что ей что бы то ни было угрожает. И главное, что такие титанические усилия, которые совершает господин Путин для укрепления этой коалиции, он просто сказочный мудак. То есть вот он на конкурсе мудаков реально занимает второе место, потому что он, с одной стороны, крайне надеется, все время говорит про это своему окружению, это не секрет о том, что вот сейчас весь этот Запад развалится, что как раз это единство там доживает там последние там чуть ли не недели, ну максимум там пару месяцев, то есть вот 2-3 месяца и все. Значит, но при этом приезжает Штайнмайер, то есть и он с энтузиазмом, значит, устраивает воздушную тревогу, в результате чего дорогая принимающая сторона сажает его на подвал на Черниговщине, да, где он сидит с народом и слушает от него из первых уст точно не подстроенные, значит, истории. Ну, не было бы воздушной тревоги, но общался бы с официальными лицами. Вот. А так выехал из Украины под большим впечатлением. Вот тут, значит, шоу было абсолютно полноценное и спонсировано российской армией, российскими военно-космическими силами. И в итоге, вернувшись в Германию, сказал, блин, там оказывается настоящая война. Это же вообще, а я-то думал. То есть, не-не-не, ребята, давайте, все, больше никаких компромиссов с Россией. Формулу Штайнмайера, значит, это... С2, H5, COH, да, то есть вот 3 часа на пару, оказывается, тщательнее надо. То есть, вот будем бороться. Илья, но если без смеха, если без смеха, то, ну, давайте так, у многих там горожан, города Киева, разных других как бы городов уже возникают вот эти вопросы по поводу воздушных тревог. Причем запускают их, ну, с украинской стороны, понятно, когда там взлетает какой-то самолет,
где-то, там, то ли в Воронеже, то ли в Беларуси, который потенциально может нести что-либо, которое может ударить. Причем, что мы видим, и это все чаще, изо дня в день. 2 недели, конечно, очень крепко били по украинским городам, а вот сейчас что мы видим? Что вот самолет взлетел, об этом сообщили. Сначала тревога, а потом об этом сообщили, а он ничего не несет. И такое ощущение складывается, извините, но это вот от народа, это я не претендую на какую-то глубокую экспертность, что это делается специально. Просто аэродром, пилот, самолет сел, взлетел. Они знают, что это зафиксируют в Украине. Всех, скажем так, загонят в подвалы с воздушной тревогой, а у него на борту даже ничего нет. Да, так и есть. То есть, это подрочить оппонента. То есть, так они и делают. И здесь же не только вопрос психологии гражданского населения, да? Тут, на самом деле, вопрос, каким именно образом это влияет на результат. Потому что, конечно, то есть я же тоже как житель Киева и работник центра Киева, в самых что ни на есть интересных зданиях, да, то есть мне, конечно, то есть это достает, да, вот это сирены там вокруг, там сигналы, то есть, конечно, это давно забил, да, но тем не менее, да, это там очень неудобно. Сотрудники в метро стоят, которые не могут доехать из-за этих самых воздушных тревог постоянно. То есть, конечно, это все действует на нервы, но не знаю, по-моему, у меня, как и у всех остальных, реакция однозначна, да, то есть вот там только больше ярости, больше злости и больше желания их замочить поскорее, тех, кто это делает. Но с практической точки зрения есть же еще эффект военный, то есть ПВО, это же не только там киевляне спускаются в убежище, уже далеко не все это делают, да, а там персонал соответствующих противоракетных установок, значит, приводится в готовность, там, разворачивается, ждет, когда полетит. Оно ничего не летит, твою мать, да, то есть вот там. В итоге 7 раз покричали волки, ничего не полетело, а глядишь, на 8-й раз они пропустят, когда оно полетит на самом деле. Что же то есть, человеческий фактор и фактор такой усталости, привыкания, да, к ложным тревогам. Из-за этого можно пропустить тревогу реально. Да, это очень, кстати, очень хорошо, что вы об этом сказали, вот в момент обсуждения вот этих ложных тревог, потому что действительно есть часть действительно боевых, настоящих тревог, а есть таких ложных, которые провоцируют именно со стороны Российской Федерации. Про Киев. Я не знаю, тут, конечно, виднее руководству военному украинскому. Я, честно говоря, я не очень понимаю, зачем надо настолько сильно перестраховываться, чтобы даже при подъеме в Беларуси самолет, значит, сразу объявлять тревогу, потому что там подлетное время минут 40 в конечном итоге. Это зависит от типа, значит, ракеты, которая может быть запущена и так далее. Да, меньше, Илья, меньше. Гораздо меньше. Не знаю, на разных видах там по-разному. С Воронежа примерно может быть там или оттуда с Подмосковья, вот со средней полосы, да. Но от Беларуси это действительно, и мы как бы видели сообщение о том, что, мол, дорогие украинцы, извините, мы объявляем тревогу, и вы должны сразу опуститься в укрытие. Если раньше ракеты летели из Каспия, то есть там минут 10 в принципе у нас было, чтобы собраться потихоньку, то сейчас уже этого времени нет, поэтому это как бы предупреждали на официальном уровне. Но тем не менее, я понимаю, о чем вы говорите, то есть возможно, действительно этими тревогами, скажем так, шатает враг украинцев. Я говорю, мне кажется, что с точки зрения шатания это не достигает цели. И эти включения света и так далее. Я не знаю, мне кажется, что они все действуют психологически больше на злость и на ненависть к врагу, чем на
желание там пойти к офису президента и попросить, чтобы он сдался, значит, какой-то мирный договор бы заключил и так далее. Мне кажется, только это вот уменьшает количество желающих как раз вести хоть какие бы то ни было переговоры с агрессором. Но в Кремле, по-видимому, считают по-другому. Я думаю, они вообще все меряют по себе, да, и я вот видел все их там планы захвата Киева, которые были с самого начала. Мне показывали, значит, там украинские военные, которые просили там экспертного мнения, там по одному, по другому, по третьему, и у них было прям явное непонимание, то есть вот, а почему так? А я им говорю, пацаны, потому что если бы вот этот плане было написано не Киев, а Москва, то это был бы правильный план захвата Москвы. А, например, в Москве надо... хотя бы какую-то деталь очень характерную, Илья. Можно не буду этого говорить? Нет, хотя бы одну маленькую, чтобы не раскрывать всей картины. В чем вот такая вот кричуча, вот по-украински кричащая такая вот явная разница? Там просто по-другому строится система управления, и другие объекты в Москве являются критически важными с точки зрения системы управления. То есть там, например, простой пример приведу, той самой такой невинной, да, значит, там была задача захватить все эти самые районные управления полиции. В Киеве они несут никакое значение на самом деле. То есть они, стратегического, я имею в виду, значения для города они не имеют. А в Москве это центральные опорные пункты. В Москве, то есть, это прямо вот действительно там значимая история. А в Киеве они говорят, а зачем их захватывать? В чем такой хитрый план? А что они хотели этим добиться? Это вот там какой-то там заговор там с Монастырским или еще что-то. Да нет, пацаны, они просто, то есть, потому что в Москве так вот, значит, работает. Поэтому у них вот такой вот план, да. И по многим другим вещам, да, они просто меряют по себе. И поэтому я это все говорил к тому, что вот этот вот план запугивания, он исходит из того, как Путин понимает психологию россиян. Он считает, на россиян бы это подействовало. И он говорит, давайте сделаем то же самое в отношении украинцев. Но в этом вопросе он ошибается. Я, кстати, думаю, что в этом вопросе он относительно россиян ошибается, да, вот. Но понятно, что он так думает, потому что многие другие его действия в других сферах, вот они в этой же самой вот такой вот логике запугивания находятся. То есть у него все время же он делает это в политике, вот все эти там полицейские операции, которые делаются в России, когда была борьба с терроризмом, там прямо повторяется одно и то же вот алгоритм поведения, как это, значит, есть такая еще с советских времен фраза, да, о награждении непричастных, да, и наказании невиновных, да, вот это вот принцип, который он использует и сейчас, то есть у него наказание относится к людям случайным. Вот человек там проходил мимо митинга, да, его могут там отправить на несколько лет в каталажку. Значит, он говорит, да я же, то есть, какое отношение к этому митингу имел? То есть, я там его не организовывал, там, да, то есть, там, лозунгов не нес, там, вот, реально мимо проходил. А вот нефиг мимо ходить с митингов, да, то есть, там, где митинг, там опасно. Значит, и вот тут то же самое, да, то есть просто вот чтобы у всех было ощущение такого террора, да, что прилететь может каждому. Путин он настоящий террорист в этом смысле, вот он глубоко внутренний идейный террорист. Друзья, у меня, кстати, предложение, напишите в комментариях, пожалуйста, вот смотрите, условно, там враг, агрессор, любая страна, неважно, где вы нас смотрите, захватывает вас ваш ЖЭК, ЖЭК, управляющую компанию, то есть будет ли это означать, что захвачен и ваш дом? Напишите в комментариях, потому что это действительно ложится в пример Ильи Пономарева о том, что, что происходит и как мыслят, по захватам, скажем так, в отношении Украины. Я бы так сказал, главное, куда вы после этого пойдете, да, то есть пойдете вы в полицию выбивать захватчиков из ЖЭКа и будете этой полиции помогать сами, или вы пойдете в ЖЭК договариваться с теми, кто захватил. Вот ключевой вопрос. Да. Отличный, кстати, отличное продолжение, поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, очень интересно. Илья, что с Лапиным происходит?
Ссылка на 24-й украинский канал. Лапина тело вытащили из Москвы-реки. Предварительно сняли официально, полуофициально с должности. И всему этому, конечно, все это предваряет вот этот пост Кадырова, обвинение, что ребята ищут, не могут найти. Нашли ребята, получается? Или все-таки шутка, юмор и ПСО в Украине тоже влияют на Лапина, Кадырова, что греха таить, Путина? Значит, обвинения со стороны Кадырова в адрес Лапина действительно прозвучали достаточно громко. За Лапина полноценно вступилось военное ведомство, то есть отмобилизовало там всех своих блогеров, значит, его попиарить на то, что он там ни при чем относительно тех, значит, обвинений, которые были в его адрес. Поэтому нет, я думаю, что дальше это уже, конечно, наши бойцы информационного фронта, там, которые вот эту вот историю запускают. Ну, то есть я, конечно, если это так, на самом деле это сильный удар по Путину, я бы так сказал. Потому что это такое резкое нарушение монополии на власть. И одно дело, то есть Путин выдает своим людям там лицензию на убийство врагов, да, там, оппозиционеров, там, нелояльных предателей там, и так далее. Да, там, Скрипаля можно отравить, да, то есть там, ну, и, в общем, даже Навального можно отравить. Вот чтобы внутри себя наказывать людей, которые там с чем-то не справились, даже, допустим, провинились и так далее, такого до сих пор не было. Это будет ключевой переход через какую-то красную линию. Если это произойдет, это мощнейший шаг к распаду российского государства. Но именно поэтому у меня лично есть огромные сомнения, что это могло бы произойти на самом деле. Ну да, судя по всему, это фейк. И потом дальше разыграют, конечно, наверное, в Российской Федерации эту историю. Мы посмотрим, мы будем наблюдать. Не, просто смотрите, они же сделали специально вот пропагандистской точки зрения, они начали раскручивать Суровикина. Это же, конечно, делалось тоже по приказу Шойгу, для того, чтобы сконструировать публичную фигуру, которая бы на себя оттянула бы негатив, вот что вот там больше не Шойгу главный военный командир, а вот Суровикин. Вот. А до того был Лапин, да, и как бы, то есть вот, значит, там в его сторону говорили, он был гораздо менее влиятельный, чем в итоге сейчас стал Суровикин, этот самый Лапин, да, то есть вот у него не было даже близко такого количества полномочий, которое сейчас есть у Суровикина, поэтому, безусловно, там его одного в каких-то неудачах обвинять, наверное, это действительно перебор. То есть он такой же преступник, как и все остальные, но он как бы не единоличный в этом смысле злодей, да, там, то есть там скорее коллективная ответственность. И Шойгу с Герасимовым явно виноваты там ничуть не меньше, чем Лапин, с российской точки зрения во всех отступлениях и во всем прочем. Ну, сам факт, да, того, что если кто-то может взять на себя функцию палача вне судебной расправы, конечно, очень плохо для системы власти. А можно, вы же уже почти украинский, почти медиа-менеджер, почти украинский, но давайте так я выражусь, потому что если я скажу, вы украинский медиа-менеджер, я вроде как вас ограничу, у вас там другие цели и задачи, и мы об этом еще поговорим, и о Легионе Свободная Россия, и как бы это будет далее. Но смотрите, Илья, а может это такая жесткая подстава 24 каналу слить какую-то там полуюмористическую историю для того, чтобы украинский канал 24, как-то вот приглушить? Не, как-то не канает такая версия. Вот, потому что какой может быть негативные последствия для 24 канала? То есть, может быть, уровень достоверности его новостей кем-нибудь из зрителей, если это окажется неправдой,
ну, там, немножко снизится. Ну, это не будет качественно. Да? Это надо, чтобы систематически ложать, значит, чтобы это сделать, тем более ложать в новостях, которые там неприятны зрителю. А эта новость явно крайне приятна зрителю 24 канала. Вот. Поэтому даже если потом это выяснится, что это не так, они скажут, ну, ребят, ну, то есть, вы же все наши, вы же хотели как лучше, да, то есть, вот, ну, жаль, не получилось, но в следующий раз обязательно получится. Поэтому я не думаю, что это каким-то образом может 24 каналу навредить. Вот. А для россиян, ну, потом там этого Лапина действительно где-нибудь найдут, вот. Ну, как бы ложечки найдутся, как говорится, да, то есть лапины найдутся, а осадочка останется. Вот. И сам факт того, что мы это сейчас обсуждаем, если это будет обсуждаться где-то в России, ну, раз если эта новость пойдет гулять, все равно смотрят о том, что здесь происходит, это как начнет распространяться, все равно у кого-то это засядет, и все равно главное сядет вот это ощущение, что это может произойти. Если это может произойти, еще раз скажу, это очень серьезный удар по путинской власти. Илья, а вот здесь на самом деле и проявляется разница между россиянами и украинцами. Ну вот смотрите, в украинском обществе уже этот Б. Лапин в течение там часов появился бы там у себя в соцсетях, в каких-то других там каналах, у каких-то блогеров, на телеканалах, в эфире и сказал бы, ну, мол, ребята, ну что ж вы это вот верите, вот этим украинцам, вот это вот все. Здесь не так. Почему Кадыров может открывать рот, когда не попадя, а вот такой, казалось бы, там, генерал, Лапин, то есть стесняется сказать, что он жив, если он жив? Ну, во-первых, есть определенная идейная позиция, которая идет лично от первого лица. А лично первое лицо с самого начала своего прихода к власти говорит, мы ни перед кем не оправдываемся. Значит, любые вот эти вот там оправдания есть показатель слабости. Значит, мы просто говорим, пусть враги клевещут, в нужное время это все проявится, и то есть зритель рано или поздно привыкнет к тому, что они постоянно что-нибудь клевещут, и в этой же когда они будут говорить правду, они все будут думать, что он клевещет, потому что то есть, вот через 5 дней выяснится, что этого всего нет. А если зритель привыкнет о том, что это там в час же разоблачается, то тогда, когда это будет правдой, и нужно будет это все спустить на тормозах, и мы, соответственно, в течение часа это не сможем разоблачить, тогда это превратится в большой медиаскандал. Вот. И нафиг нам это нужно, это уменьшит управляемость медиасреды. Честно скажу, что, конечно, в ситуации конкурентных медиа, которые есть в Украине, такой подход не работает никак, да, потому что тебя за эти 5 дней вообще там съедят, революцию устроят, если там что-то будет не то. А в ситуации, наоборот, подконтрольных медиа, когда ты можешь заглушить распространение сигнала достаточно эффективно, или, по крайней мере, вытеснить его на периферию общественного внимания, то есть, что никакое телевидение там чего-то, какую-то тему не обсуждает, какое-то событие, а если кто и обсуждает, то это какие-то соцсети, но это не авторитетный источник, потому что, вот видите, по телевизору ничего подобного не говорили, да, вот, и в условиях России понятно, что именно второй случай, поэтому зачем им париться, да, то есть это создавать неправильные прецеденты, и уже российский зритель, он тоже приучен, что если реагируют быстро, то значит там то, что-то там еще хуже, чем то, что это они говорили. Вот, там что-то вообще то есть, невероятное. Если уж они там вот показывают Лапина, то кого же там на самом деле утопили-то в этой самой Москварике? Ой, кого там только нет, правда? Ну, думаю, что есть там определенные персонажи явно. Лихие 93. Илья, вопрос на засыпку. Вот, чтобы закончить эту тему, Илья Пономарев, возглавивший, ну, не берем там Россию, а вот, ну, там, очень серьезный орган в России. Как же это не берем? Берем Россию. Нет, ну не все имеется в виду, но там направления имеются в виду. Давайте так, Илья Пономарев у руля, да? Что бы сделал с Кадыровым? Как это?
помните, был фильм 80-е годы со Шварценеггером, назывался «Команда». Там Шварценеггер поймал какого-то негодяя, держит его за ногу над пропастью. А его там, значит, девушка просит, там, не убивай его только, пожалуйста, не убивай, то есть нехорошо людей убивать. Ну, и он там что-то, значит, там заставляет его что-то вот над этой пропастью в чем-то признаться, потом разжимает кулак, да, то есть тот летит вниз. Он возвращается в машину, девушка говорит, ну, что ты с ним сделал? Он говорит, да, я его отпустил. Вот мы Кадырова отпустим. Понятно. Я даже не буду просить уточнять. Ну, зачем? Ну, я считаю, что с ним чеченцы сами разберутся. Во-первых, я отношусь к Чечне как к республике, которая достаточно ясно и четко заявила о своем желании независимости. Конечно, по-видимому, должна быть какая-то процедура для этого, которая бы этот факт установила или опровергла. Но вот мое личное отношение такое, что они, скорее всего, хотят этой независимости, скорее всего, ее достигнут. Ну, а в этой ситуации, это будет, Кадыров будет чеченским крокодилом. Ну, то есть пусть другие чеченцы с ним и разбираются в своей стране, хотят они его видеть или не хотят его видеть живым, мертвым, то есть каким угодно. То есть просто это должно перестать быть проблемой для России. Я у вас хотел спросить, просто ваше мнение, да или нет. Потому что лично, у меня есть источники, я это называю полтора источника. Это когда один не утверждает, второй не опровергает. Третьих и четвертых, нет, извините. Что российская армия специально сдает кадыровцев, их расположение, потому что, война такая. Гибнут армейцы, кадыровцы красуются по тиктокам, где-то там вот немножко дальше, на второй линии, там заградотряды, и так далее и тому подобное. Я хотел ваше мнение спросить об этом. Может ли это быть так? И вот эта вся история там вокруг Лапина, в каждой шутке есть доля шутки, если это шутка. Если это серьезно, мы, конечно, узнаем. Но тем не менее, Илья, может ли российская армия, знаете, вот этот, кровный, что ли, все-таки 2 чеченских было, даже не 1, а 2 чеченских было, вот полыхнуть с новой силой? Знаете, давайте разовьем этот вопрос на 2. Да. Относительно того, кто сдает кадыровцев, конечно, их сдают россияне. Даже сомнений никакого нет. И это началось с самых первых дней войны. Мы про это рассказывали, писали на утро февраля и там приводили доказательства, когда там ФСБшники сдали там какую-то колонну кадыровцев. Я уже не помню, там, в чем было дело, но то есть я помню, что в марте именно ФСБшники, именно кадыровцев, да, их там накрыли. Вот. И я знаю, что после этого внутри России была серьезная разборка на эту тему, потому что это было правдой. Вот. Я не уверен, что кадыровцев могут сдавать армейские люди. Вот. Армия традиционно в России не субъектна, очень слаба в политическом плане. Командиры вот на такие политические поступки не способны. То есть там, может быть, в результате активной операции украинской разведки какой-нибудь перекупили. Я в это не очень верю. Теоретически, возможно, это не может быть массовой практикой. А для ФСБшников это массовая практика. Потому что ФСБшники, то есть, заточены на то, чтобы стучать, им все равно на кого, да, и куда. Да, значит, и они их ненавидят. То есть там уровень ненависти со стороны именно ФСБ в адрес чеченцев очень высок. Гораздо более высок, чем со стороны армейских чинов. Тем более, что у Кадырова, в общем, неплохие там связи с ГРУ, с военной разведкой. Она занимает несколько обособленное положение с точки зрения армейской структуры. Но все-таки, в общем, противоречий с Минобороны у Кадырова меньше, чем с ФСБ. Вот что я хотел сказать. Поэтому, если кто стучит, то это скорее со стороны ФСБ. И именно поэтому я думаю, что вот эта вот связка Лапина и Кадырова и вот такая история, я еще раз, я не исключаю это на 100%, да,
но все-таки я считаю это не супер достоверно. Угу. А где Суровикин в этом всем? Я даже не знаю, где он сейчас физически-то. Вот, ну, где-то командует, наверное, на безопасном удалении от теми, кем он командует, да. Занимается непопулярными решениями. Готовит их, да, да. А, Или, может, они уже приняты, но он их реализовывает. Да. Но я думаю, что на самом деле, да, ему надо готовить к сдаче и заботиться при этом, чтобы не обрушить другие участки фронта. Илья, Легион «Свободная Россия», подполье в Российской Федерации замолчало? Это потому, что Шойгу объявил конец частичной мобилизации? Почему? Кто замолчал? Ну, я спрашиваю. Ну, во-первых, конечно, Шойгу, ну, то есть это не Шойгу, Путин, да, это что шоу-бизнес, а вот, поэтому Шоу-бизнес. Шойгу бизнес, да, Шойгу бизнес. Вот, они по этому поводу даже сели не такой длинный стол, а более короткий, где Шойгу доложил, что все, значит, мобилизация закончена. Это, конечно, ответ на недовольство общества. То, что, конечно, там не про 300 тысяч, там тоже были расследования внутри России, которые там наглядно показывают, что как минимум 500 тысяч на самом деле мобилизованных, и мобилизация там идет волнами, поэтому вот, конечно, все, что вел Шойгу, это только для телевизора, только для того, чтобы сказать дорогим россиянам о том, что успокойтесь, больше ничего не будет. Но на самом деле все, конечно, как продолжалось, так и продолжается. Ну, просто сбить накал. И Путин, он когда это в тот же день или на следующий день, да, сделал это заявление на Валдае по поводу ядерного оружия. Потому что это два главных источника тревоги для россиян. Россияне всерьез начали бояться ядерной войны, то есть общество реально раскачали на эту тему, и, естественно, ее никто не хочет. Вот, и мобилизация. Да, вот эти два фактора, их надо было медийно погасить, но к реальному положению дел, еще раз скажу, это имеет очень опосредованное отношение. Да, интересно, но по сути-то вопроса, вот что мы имеем? Легион «Свободная Россия» как инструмент ответа на перегибы или там, ну там, скажем так, ну слишком драконовские методы власти, это одно. Чем занимается сейчас в такое достаточно важное время, ну кто-то называет из экспертов переломное время, кто-то еще какое-то время, ну время важное сейчас. Что можете сказать из того, что можно? Ну, Легион Свободы России сейчас воюет на Бахмутском участке фронта. Вчера, по-моему, или позавчера был большой репортаж оттуда в журнале Newsweek. Рассказывал там о том, что там сейчас происходит. Там очень тяжелые бои, потому что против Легиона непосредственно стоят отряды ЧВК «Вагнер». И вот наши бойцы, они там говорят, что это там настоящий серьезный противник. Это не профессионалы. Вот. Ну, соответственно, профессионалы против профессионалов, потому что те, кто сейчас воюет в Легионе, это люди, которые прошли очень серьезную подготовку, правда. Легион и готовился, и он нужен не для все-таки больше боев на вот таких вот фронтальных, значит, операциях, гораздо больше сориентирован на городские бои, потому что все-таки его задача в конечном итоге это быть важной ударной силой при взятии власти в Москве во время революционных событий. Это, в общем, там, главная задача, которая перед нами стоит. А то, что касается, я так понимаю, вы не назвали, но я так понимаю, что вы имеете в виду еще и партизанское движение внутри России, но вот как
как раз на днях была важная такая акция, прямо скажу слово победа, то есть хорошее достижение. Была взорвана железная дорога рокадная, которая идет из Брянской области в Беларусь, и по которой просто это основной канал поставки тяжелой техники и вооружений в Беларуси. Это, собственно, там, где идут все эти ракеты, которые потом летят в сторону Киева и так далее. И этот участок был взорван, и какое-то время явно не будет использоваться, то сейчас он уже там вот эти все несколько дней простаивает. И это сделали люди из движения «Останови вагоны», соответственно, россияне, которые вот в этой вот, значит, там партизанской группе. Ну, а все эти поджоги и так далее, они продолжаются, они потихонечку становятся более разнообразными, то есть сейчас уже поджигаются не только военкоматы, очень массовым становятся поджоги машин наиболее заметных провоенных активистов и журналистов, которые зовут людей на войну. Заметным является нападение на политические офисы, то есть там поджигают офисы «Единой России», там, и возобновились там акции в Москве, что тоже важно, потому что в Москве самая тяжелая ситуация именно для партизан с точки зрения возможности их действий, потому что Москва накрыта системой телекамер с распознаванием лиц, и от них реально спрятаться очень сложно. И там есть специальные техники, которые мы учим людей через наши информационные ресурсы, что надо делать для того, они еще чтобы следят, то есть там ты от точки А в точку Б, то есть это очень легко, то есть отследить, где ты, что ты, поэтому это действительно проблема. Есть специальные приемы, которые позволяют это обходить, но вот их надо знать, легко пропалиться, то есть очень высокий уровень риска, а результат, вот, то есть вот там, когда там с Дугинами, например, да, ну там результат перевешивает вот этот самый риск, но это трудно сделать, да, там требует серьезной подготовки и профессионализма. С военкоматом, в общем, сделать может каждый, но зато спалиться очень легко, и, конечно, ребят жалко это подбивать. Да, Илья, еще один вопрос. Ну, перед этим я, конечно же, Илью Пономарева представлю как пользователя Ютуба. Он будет отмечен по гиперссылке под его, ну вот, или на его имени и фамилии. Вы можете перейти, если кликните на YouTube канал. Конечно же, «Утро февраля» — это детище Ильи Пономарева. Пожалуйста, переходите, смотрите, ну, скажем так, следите, участвуйте. И, ну, понятно, что все делаем общее дело, это очень интересно. Но, Илья, здесь очень интересный, ну, вот такой момент произошел. В Америке с Твиттером. Этот момент... Реванш Трампа. Этот момент называют поворотным в принципе. Ну вот в принципе вообще. Почему? Потому что, ну вот, сразу есть такие отъявленные пессимисты, которые сказали, что, ну понятно, Маск, там Трамп, они сейчас как бы вот, ну так, на показ дистанцируются друг от друга, на самом деле они все заодно, есть там целый пласт элиты, который двигает Трампа, и 24 год будет Трамп. До 24 года будут большие проблемы с поддержкой Украины вообще в принципе, и поэтому, ну извините, то есть огромный передел Америки, разворот Америки, что нас ждет? И птичка свободна ли на самом деле, как об этом писал Маск? Первый, да, просто чтобы это... Мы победим до этого момента, поэтому будет Трамп или Байден следующим президентом Соединенных Штатов. С точки зрения ситуации на фронте все равно. Это будет не все равно с точки зрения послевоенного восстановления Украины. Но поскольку, мне кажется, как ни крути, а главным донором плана Маршалла будет Россия, причем процентов на 80, я думаю, послевоенное восстановление Украины будет профинансировано Россией. То есть мы идем там
Не просто про самую большую долю, а про подавляющую долю. Вот. В этой ситуации, опять-таки, Америка важна, но не критична. Илья, но рубли мы не возьмем. Арестованные, во-первых, арестованные деньги, значит, не рубли. Значит, арестованные доллары и евро. Да? Во-вторых, собственно, источник, который будет использоваться после этого, это прежде всего природные ресурсы, которые также продаются, соответственно, за валюту. Я просто тут разрабатываю сейчас коварный план, каким образом значит, и Украине помочь, и все-таки выбраться из той жопы, в которую нас загнал Владимир Владимирович. Вот. Поэтому, думаю, наверное, надо, чтобы этими природными ресурсами как раз торговала Украина. Потому что я думаю, что восстановление возможностей для Российской Федерации продавать нефть и газ в Европу займет огромное количество времени. Илья, Вот. извините, вы себя сейчас закапываете как политика, простите. То есть... Нет, наоборот. Ну погодите, наоборот, вы говорите, сейчас нас в том числе смотрят россияне, что там нефтью и газом, ну или другими какими-то полезными ископаемыми, российскими, должна Украина торговать. Это вы в том числе говорите и на русскую аудиторию. Поясните. Не, абсолютно. Я поясню. Смотрите, значит, мы столкнемся неизбежно после того, как путинская армия будет разгромлена, мы неизбежно столкнемся с ситуацией репараций. А репарации, соответственно, деньги. То есть натурой отдавать? Брать. Да, их надо отдавать натурой, потому что при Путине Россия потеряла, Европа больше не будет покупать российские нефть и газ. Но вот в этой ситуации пусть покупает их у Украины. То есть я считаю, что надо отдавать это натурой и тем самым вернуться на этот рынок. Ну, то есть это все от этого выиграют. То есть Украина получит деньги, вот, а мы вернемся на традиционные российские рынки, которые сейчас убиты Путиным. А что получит Россия? Отмену санкций? Ну, если после поражения, в чем предмет для санкций, да, после того, как будет осуществлена смена режима, как раз их надо снимать. Дело, что это же опять это же процесс бешеный, инерционный. Помню, я сам лично этим занимался, снятием этого Джексона Веника. Вот. Сколько там лет прошло? 30 лет прошло, да, то есть после распада Советского Союза, не после распада Советского Союза, потому что оно накладывалось на запрет на эмиграцию евреев из бывшего СССР. И ограничения были сняты что-то типа 87-го года. Вот. А Джексон Веник, я уже не помню, в каком году был отменен, ну, типа 2013-м такого. Ну, вот, то есть, вот все это время она существовала, а когда предмет уже давно исчез. Вот. И даже Советский Союз исчез, а Россия просто это унаследовала как правопреемник тогда СССР. Кстати, и Украина тоже унаследовала, да, то есть вот, хотя не является правопреемником СССР. И это, конечно, там же было жутко несправедливо, но у меня нет никаких оснований, к сожалению, ожидать, что после того, как война закончится и Путина не будет, что скорость снятия санкций с Россией будет сопоставима. Я боюсь, что это будет очень долго, и это будет, еще раз скажу, крайне мешать Украине. Это будет крайне мешать восстановлению Украины, потому что деньги откуда-то надо брать. Если Россия их не может ниоткуда получать, вот, то, соответственно, их будет получать и Украина. У меня очень странный вопрос, но только вы, ну такой прямой человек, как вы, можете на него ответить и ответить честно. Смотрите, а зачем нужно, чтобы Путина не стало? Почему Путину не сказать, все будет хорошо. Вот Алина, вот твои дети, брачные, внебрачные, вот твои Ковальчуки. Они, может, будут дальше у руля, то есть они будут дальше чем-то заниматься, все будет нормально. То есть мы берем и вашу верхушку сохраняем, тебя персонально прячем, говорим, что ты
погиб, а сам как Гитлер в Аргентине, ну вот этот миф, да, или там строим тебе суперсекретный, там же все равно там где-нибудь далеко-далеко в глубине России, ну там, например, там Республика Саха, ну вот есть, конечно, суровые там края, а есть такие более-менее, ну. Путину в ТВ нравится, в тайге. Да, и там тоже. То есть, понимаете, то есть мы вам... И принца Монако. То есть мы спокойно там живешь, пользуешься, все хорошо, следишь за новостями. То есть ты не в тюрьме, ты жив, паспорт другой, там какую-то, ну, то есть делаем тебе как бы жизнь. И эту жизнь тебе предлагаем. При всех твоих миллиардах, при всем остальном. Но ты отходишь. А вот мы занимаемся уже, как бы разгребаем это все, что ты наворотил. Почему этот вариант не подходит и не может быть осуществлен? Это достаточно такой умозрительный, такой, ну, глупый вопрос на первый взгляд. Но если по большому-то счету, то видно, что вот если бы было куда отступить, ну вот отступить не потеряв, то Путин бы, наверное, отступил. Или нет? Ну, дело в том, что, во-первых, он не поверит. Правильно сделает. Потому что у подобной договоренности в нынешней ситуации нету механизма исполнения. Потому что такую сделку никто не может гарантировать. Потому что даже если под ней теоретически подпишутся одновременно и американцы, и все страны G7, и украинцы, и Украина, да. Вот допустим, то есть вот каким-то фантастическим это невозможно уже, но допустим, то есть это произойдет. Ну так во всех наших странах происходит смена власти. И это же незаконная сделка, то есть она может быть только понятийной. В ситуации приходит следующий американский президент, а где там, то есть вот, Тяпкин-Ляпкин, то есть вот, а что это, то есть там мой предшественник, такая мягкотелая тряпка, его выпустил, а вот у меня другая точка зрения на этот вопрос. И все. На этом все заканчивается. Вот. Это первое, да, то есть второе, это вопрос российской элиты. Для нее Путин, пока он живой, он будет непрерывным источником опасности. И сейчас Путин защищает там спецслужбы, охрана, там, значит, и все остальное. А в ситуации, когда он больше не президент, кто его в этой ситуации защитит? Если он будет представлять угрозу для тех, у кого теперь будут в руках эти самые спецслужбы, охраны и так далее. А если мы оставляем людей из этой системы, ну, Путин про них очень много чего интересного знает. Нахрен он им такой не сдался? Пока он страшный, да, значит, он страшный. Ну, в ситуации, если он в ТВ сидит, ну, проще там маленький лесной пожарчик устроить, ну, так получилось, извините. И Путин это прекрасно понимает, не, поэтому это нереальный сценарий. Точку в нашем разговоре я предлагаю поставить вот таким коротким вопросом. Ну вот, да или нет. Илья Пономарев, который стремится и, ну как, не просто там мечтает, а делает что-то для того, чтобы, ну, собственно, не то, что там прийти к власти в России, а для того, чтобы, ну, собственно, освободить Россию в своем понимании, то есть в вашем понимании. Вот он из каких людей? Из тех, которые Путина отпустят или додавят? Варианта отпустить нет. Нету такого варианта, он просто отсутствует. Вот. Я понимаю, если бы вы меня спрашивали, я извиняюсь, что не отвечаю на вопрос да или нет. Ну, просто вы же правильно сказали, вопрос честно отвечаю, да. На мой взгляд, основной вопрос, доживает ли он до суда в Гааге или нет. Вот это, на мой взгляд, единственный вопрос относительно Путина, который мы можем обсуждать. И пока мое мнение такое, что я не успею прийти к точке, где я смогу принять подобное решение. Вот. Я думаю, что то есть он не доживет вот до нашего разговора. Хорошо. Мне было бы с ним очень интересно поговорить. Илья Пономарев будет защищать жизнь Путина до суда в Гааге?
Если он мне в руки попадется до этого, и ситуация в стране будет уже стабилизирована, то да, я бы его хотел видеть на скамейке подсудимых. Но если это будет ситуация военного конфликта, то есть, да, ему вполне может хватить ума максимально раскачать и поджечь ситуацию. Но я думаю, что он не попадет на этот суд. Ну, просто это будет важной, он будет важной военной целью в этой ситуации. На самом деле, самый главный вопрос не судьба Путина. Путин обречен. То есть Путина скоро не будет существовать. И я еще раз скажу, что я считаю, что это 90%, что он не доживет в общей сложности, если брать все варианты по кругу, там и внутренних переворотов, и революции, там, значит, и так далее. Я считаю, что шансы для него выжить, уже там, пережить следующий год, они очень малы. Гораздо более интересен и практичен вопрос других элит российских. Есть сейчас целый ряд людей, которые остаются винтиками этой системы, в том числе важными, в том числе теми, кому есть серьезнейшие претензии по жизни, но которые в то же самое время эту войну активно не поддерживают, делают, что от них просят, но не бегут впереди паровоза, так скажем. И в критической ситуации могут перейти на нашу сторону. Вот с ними вопрос, на мой взгляд, это очень важный, потому что я лично считаю, моя позиция, она абсолютно здесь тверда. Так же, как Зеленский когда-то говорил, что он готов хоть чертом лысым говорить, да, о мире. И здесь я считаю, что если эти люди вовремя соскочат и деятельно помогут свергнуть этот режим, то им должна быть гарантирована жизнь. Мне кажется, судя по состоянию там где-то экономики, где-то, ну давайте так, технологической независимости, Мишустин ваш человек. Да. Ну, не только он, и с Мишустиным, и, честно говоря, ситуация такая, вот цинично скажу. Мишустину на самом деле мне нечего предложить. Потому что он чистый менеджер этой власти, за которым не стоит ни силового, ни людского ресурса. И от того, что Мишустин перестанет работать, назначат другого менеджера. Я Мишу знаю хорошо, он, с моей точки зрения, неплохой парень. Вот, и я очень жалею, что он сейчас находится на той должности, на которой находится. Это просто болезнь вот, российской элиты, которые вот мы технократы, мы в эту политику не ходим, то есть мы честно это делаем, мы же хорошо это делаем работу, мы же тут вот и не воруем там, вот, и там и за страну, и это для простых людей. Вот они так себя уговаривают, и это абсолютно нечестная совершенно позиция, и, к сожалению, поражена большая вот так называемые эти системные либералы, да, вот, и там целый ряд таких людей в правительстве, я бы даже сказал, что их, наверное, большинство среди министров, людей, которые вот ровно такие. Но вот от их перехода на нашу сторону очень мало чего изменится. От перехода на нашу сторону губернаторов, там, отдельных силовиков может измениться многое. На силовиках всех грязь. Значит, на представителях крупного бизнеса, на олигархах, на всех грязь. Ну, может быть, поменьше, чем на силовиках, но тем не менее большая грязь. На губернаторах, в общем, тоже потому, что они там отвечают за эту же самую мобилизацию, вот, там разгоняли эти митинги протеста, там, ну и все остальное делали, то есть они верные цепные псы режима, но их бы переход на сторону добра действительно бы позволил бы сохранить большое количество жизней и сильно ускорить перемены. Я думаю, что это та цена,
которую нам бы стоило заплатить, если вот это вот их личное спасение стоит там сотен тысяч жизней россиян, я бы это заплатил. И украинцев тоже. Это даже сомнений никаких нет. Илья, Это я же называется уже... при прочих равных, потому что я говорю, что скорость перемен внутри самой России, я говорю, что вот война заканчивается, да, и с какой скоростью и каким образом пройдут перемены в России, и, там, насколько будет вот глубокая эта там гражданская война, которая может начаться и тогда. Вот это все. Илья, я прошу прощения, я уже там третий раз задаю там финальный вопрос нашей встречи, но я, извините, после вышесказанного вами, я не могу спросить ваше мнение о Кириенко. Ну, в принципе, такой же, как Мишустин, только, наверное, еще хуже, да, потому что он еще более циничен сам по себе. Вот Мишустин человек с эмоциями, а Кириенко вообще не эмоциональный, он чистый робот. Это, конечно, ужасно. То есть он находится на той позиции, на которой нельзя быть бездушным, на котором надо сопереживать людям, и этого позволило ему выйти к каким-то правильным решениям. ДНК России, которая ищет Кириенко. Что это? Не знаю. Ну, то есть, если так стебно-формально ответить на вопрос, то это, конечно, весь татар, угров и украинцев, да? Вот. Это вот чисто формальный ответ на этот вопрос, да? А в остальном, я думаю, что нам еще предстоит этот геном расшифровать. Он очень сложный, очень с большим количеством дублирующихся участков. Ну, как ни крути, все равно русские большая нация. И с большими корнями, с большой традицией, с большой культурой, которая побрала в себя очень много от соседей и за счет этого постоянно обогащалась и развивалась за счет этого. Не всегда это было справедливо, честно и без крови, даже часто было наоборот. Но тем не менее, соответственно, результат это действительно крайне интересный феномен в мировом масштабе. И это может быть как большое зло, может быть и в большое благо. Я очень надеюсь, что наше новое российское правительство все-таки эту спираль может раскрутить в нужную сторону. Илья Пономарев был мой собеседник. Илья, спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, спасибо большое за то, что посмотрели этот разговор. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий. И самое главное, берегите себя. Увидимся точно. До скорого.